Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем творческом канале, где мы сейчас с вами будем кое-что создавать. Почему создавать? Потому что, можно сказать, мы будем шить из того, что я нашла у себя дома. Расскажу вкратце. У меня у ребенка, у младшего, будет концерт на следующей неделе, так как она маленькая, естественно, она не запомнила на последнем уроке. Это музыкальная школа, и они будут выступать первый раз. Ребенку будет только 6 лет. И, в общем, это ее первый будет концерт, первое выступление, и будет петь она одну песню в этой группе. И нам сказали, нужно что-то праздничное. Вообще, я планировала купить ей блузку, юбку, колготы, туфли, но потом подумала, почему бы не порыться в своих закромах, не найти что-то беленькое и не шить хотя бы блузку. Если этот проект не получится, то я еще успеваю. Сегодня у меня четверг, концерт будет во вторник вечером, и мы еще успеем в выходные что-то купить. В общем, хочу с вами поделиться этим процессом. Нашла все, что было. Это в основном шторы. У меня был опыт пошива детям и штор. Вышивка на сетке. Это будет основная часть блузки. Это у меня какой-то лоскут. Куда-то я вставляла подкладку. Какой-то шелковый креп. Ну и остатки вуали. Я смотрю, тут обрезала тюль. Тут тоже какой-то кусок. В общем, выкройка у меня уже готова. Выкройка платья. Покажу вам это платьишко. Шила его по журналу от Тобре, по-моему, или от Тобре, точно не знаю. Вот такое платье. Честно, у этого журнала большемерит. Посмотрите на 116 размер платья просто огромный. Она в нем первое время тонула. Сейчас мы носим 128. Я думаю, что будет нормально. Шить я буду вот эту верхнюю часть без вот этого волана. И мне кажется, будет отличная блузочка. Рукава я планирую сделать прозрачным. Возможно, сюда добавлю какое-то кружево. У меня много всяких кружев. Посмотрю. Это платье сшито из фланели, из платины. Вот так оно смотрится внутри. Уже миллион раз его стирали. Платье уже не один год. Носили, можно сказать, шили на вырост. Носили до пят. И сейчас оно ей, конечно же, как раз. Сзади платье на молнии. И я, кстати, еще не подумала, что мне, наверное, тоже нужно будет вставлять узкую молнию. В общем, посмотрим, что у меня получится. А я приступаю к пошиву. И, конечно же, приглашаю вас ко мне присоединиться. Все детали блузки выкроены, а это значит, бегу заправлять швейные машины, менять иглы на тоненькие. Буду шить тоненькими, потому что здесь вуалька. Можно наставить затяжек от тупой иглы. И, короче, бегу все собирать. Проклеила кокетку тонким трикотажным флизелином, вот видите, проклеенная, чтобы хоть как-то она держала форму, потому что здесь будет пришита лента из вуали. У меня не хватило никакой ткани, осталась только вуаль, и я ее вот тут присборю вокруг кокетки. Также у меня не хватило ткани на подкладку. Это у меня шелковый креп, и я выкроила просто полоски из вуали, настрочу. Сначала соединю детали с подкладкой, а потом уже буду обтягивать все сеткой. Надеюсь, что получится нормально, не чудно, очень надеюсь. Ну, посмотрим результат в конце. А пока заправляю машины, и нужно все быстренько шить. Работать над блузкой, и хочу поделиться, на каком я этапе. Ну, во-первых, я отстрочила ленту вот эту вот из вуальки московским швом. То есть я ее сначала подогнула близко к краю, сделала строчку, срезала припуск, отогнула и прострочила. Посмотрите, какая она аккуратненькая. Все детали кокетки я прострочила, вырезала и пристрочила низ подкладки, который мне не хватало к этим деталям подкладки, к основным деталям подкладки. В общем, сейчас буду обтягивать это все кружево. Так, рукав не буду, рукав уходит. И, кстати, когда я краила, не знаю, сказала или нет, что на рукавах у меня здесь будут цветочки, а детали самой блузки у меня, вот она, сейчас я вам покажу, она у меня без цветочков. То есть она вот такая. С цветочками будет только кокетка. Не знаю, что получится. Мне кажется, какая-то она получается прозрачная. Наверное, нужно будет белую маечку подеть или что-то. Не знаю, уж очень такая нежно-воздушно-прозрачная. И я смотрю, что она здесь длиной как будто как платье. Мне кажется, очень длинновато. Скорее всего, придется вот так ее отрезать. Или вот так подогнуть. Можно здесь, знаете, как сделать? Подогнуть вот так, чтобы не было такого контраста.
прозрачный и непрозрачный. Вот так подогнуть, и будет отлично. Здесь такая снизу будет планочка. В общем, по ходу дела подумаю. Сейчас буду обтягивать детальки вот этим вот кружевом. Потом я сострочу выточки на спине. Буду строчить сразу обе детали, и верхнюю, и нижнюю, чтобы выточки у меня оказались с изнанки. Так, здесь я решила, наверное, буду делать пуговку, потому что по выкройке платья здесь идет пуговка. Вот такие дела. Сказала вам, каким швом стачала подкладку детали. Я просто проложила строчку на ширину лапки и обметала, подумав, что здесь, если сделать шов такой двойной, как бельевой, то будет слишком толстовато. А мне так не хочется, поэтому я решила сделать вот так. Хотя можно было сделать и двойной шов, то есть стачать, потом вывернуть и еще раз стачать. Тянула детали подкладки кружевом, и мне уже очень нравится. Мне кажется, так празднично получается, даже неожиданно. Итак, что мне хотелось сказать. Когда я пристрачивала кружево к подкладке, вот к этой шелковой, я вот так прострочила выточку. Она у меня была отмечена маркером, который исчезает при помощи утюга. Я вот так прострочила для того, чтобы это не ездило. Я вот с изнанки, совместив вот эти две строчечки, сейчас прострочила выточки. Так, значит, сейчас я буду делать выточки. Также мне можно заняться вот этим местом, вот здесь присборить, для того, чтобы присборить и заложить вот эту рюшку. А еще я подумала, как же мне обрабатывать горло. У платья, которое там, горлышко обработано обтачкой, то есть поверх кокетки идет обтачка. И я даже не знаю, что мне делать, потому что у меня нету ткани. И вот, в принципе, из такой вот прозрачной ткани обтачку ты не сделаешь. В общем, не знаю, буду думать, может быть, какая-то косая бейка, может быть, рулик по косой из такой ткани вот. Что было, мне кажется, оригинально. Вот так вот рульчик скрутить и обработать. Ну, посмотрим. Пока работаю, по ходу дела буду смотреть и разбираться. Сначала рюшку покажу вам поближе, как это смотрится. Скажу честно, был вариант сделать без нее. Но я все-таки напряглась и ее пришила, так как это было сделать не очень просто, потому что вуаль очень-очень сильно сыпется. И пришлось очень долго ее прикалывать, потом аккуратно пристрачивать и немножечко утюжочком вот так ее пригладить. Сейчас у меня по плану сшивание кокетки. Ну, а потом я соединю плечевые швы. Обметаю середину. Скорее всего, я буду вшивать молнию, потому что я смотрю, вот до сюда стоит метка, вот она. Вряд ли это размер под пуговицу, это, скорее всего, на выкройке размер под короткую молнию. И я поэтому буду вшивать сразу длинную молнию, примерно вот до сюда, чтобы она не выглядывала из-под этой светлой вот обтачки. Потом буду я заниматься рукавчиком. Сначала буду вшивать его вот сюда в окат, скорее всего, а потом уже единой строчкой прокладывать по рукаву, переходя вот сюда на боковые швы. Ну, посмотрим, посмотрим. Насчет горла все еще думаю и все еще в сомнениях. Что же мне лучше сделать? Конечно, аккуратнее будет обтачка, но мне кажется, если сделать тоненькую вот здесь вот такую кособеечку красивую, то будет тоже неплохо. Посмотрим. Продолжаю работать. Видео включение. Извините за тени. У меня уже вечер. Я продолжаю работать. Так, сколько времени? А время у нас без 15:06. Хочу вам показать, что я уже сделала. Я втачала молнию. И нужно будет ее обрезать. Вот так она смотрится с изнанки. И вот так молния смотрится с лица. Вот у нас молния. Естественно, сначала плечи, как вам уже говорила, втачала кокеточку. И решила я с горловиной. У меня уже здесь готова ткань проклеенная флизелином, но не трикотажным, а более плотным, таким как бумажным. Выкрыла обтачку. Прежде чем втачать молнию, разложила вот так платьишко и сделала выкройку. Вот. Обтачка у меня здесь выходит, поэтому спинку больше, чем вперед, поэтому у меня впереди будет со швом. Сейчас краю обтачку, разутюжу вот этот шовчик, обметаю по кругу, и можно будет либо заниматься обтачкой, либо вшивать рукава. Мне очень хочется померить рукава, они у меня выкроены длиннее. Я не знаю, как буду обрабатывать низ. Мне хотелось их вот так немножечко присварить на резинку, но мне нужно посмотреть длину, а для этого их нужно втачать в проймы. Очень нарядная блузка получается, очень мне нравится.
Очень нежненькая. Посмотрим, как будет сидеть на малыше. Продолжаю работу над блузкой. К слову, у меня уже утро следующего дня. И покажу, чем я вчера закончила работу над блузкой. Пристрочила я обтачку, отвернула на изнаночную сторону и подшила вот здесь вручную вдоль молнии. Можно было, конечно, заморочиться и сделать более сложным образом, но я сделала так, по-быстрому, можно сказать. Так получилось с лицевой стороны. Также я проложила сметку для того, чтобы сделать отстрочку. Чтобы отстрочка была красивая, ровная, я установила лапку. Вот так она выглядит. Лапка с ограничителем. Здесь есть такой ограничитель. И расстояние будет строчки от края 7 миллиметров. У меня есть разные лапки. Мне показалось, что это будет более уместно. Почему я решила делать отстрочку? Потому что все равно, девочки, блузка детская, и на всех детских платьях, рубашках я всегда стараюсь эту обтачку пристрочить, чтобы было более прочнее, можно сказать. Да, так и скажем. В общем, я пришиваю сейчас, прокладываю строчку, укрепляю обтачку изнутри. И буду переходить, наверное, к рукавам. Работать с такой лапкой очень просто. Задача жать только на педаль, лапка сама все выровняет. Всю ткань. То есть она упирается в вот этот вот ограничитель. Он, кстати, не фиксированный, он плавающий. И поэтому лапка хорошо проходит такие места, где поворотики у нас, неровности. В общем, получается все ровно, красиво и аккуратно. Можно было, конечно, не заморачиваться, прострочить на ширину лапки, но вроде здесь такое красивое место, горлышко. Я решила немного заморочиться, поменяла лапку. И здесь просто доходим. Все. Все готово. Ну а прежде чем я займусь рукавами, я решила укоротить молнию, чтобы она мне не мешалась, потому что этот хвост мотается, мне как бы мешает. Буду это делать самым простым способом. Сначала вот эту пластиковую змейку обошью ниткой с иголкой, просто много раз, чтобы она не распустилась. Далее отрежу до нужной мне длины ножницами и просто опалю это место спичками. Можно было, конечно, немного заморочиться, выкрыть обтачку, все это красиво, обшить. Но таким способом имейте в виду, что конец молнии будет очень толстый и грубый. А у меня блузочка, можно сказать, очень нежная и тонкая, поэтому я сделаю таким способом, чтобы молния была менее заметна. Но этот способ тоже будет смотреться неплохо. В общем, увидите. А я приступаю к укорачиванию молнии. Покажу вам, как закрепила молнию. Вот так вот стежочками немножечко закрепила. Много здесь зашивать не надо, так как молния все равно сюда у нас не выползет уже. Тут уже все зафиксировано под ней. И просто сейчас ее отрежу. Таким образом. И припалю. Вот таким образом. Получается очень аккуратно, очень нежненько и очень тоненько. Ну, теперь приступаю к рукавчикам. Осталось совсем чуть-чуть. Рукава, боковые швы и низ. Только что втачала рукава, хочу с вами поделиться. Чем поделиться? Здесь вот такие у нас выглядывают припуски. Я их, конечно же, обметаю, но мне не очень нравятся вот эти вот краешки. Я думаю, что я их вот так подверну вовнутрь и отстрочу близко вот так вот к строчке, к краю, чтобы они не выворачивались. И думаю, будет нормально. Также я примерила блузку, накинула на ребенка. Рукава нормально по длине, длина блузки тоже нормально. И я думаю, что вниз рукавов, чтобы закрепить вот эту вот сетку, потому что здесь такая вышивка, и нужно как бы закрепить, я пришью тоже вот такую вот вуальку. И уже потом вот так я здесь соспарю на резиночке. Думаю, что будет смотреться хорошо. В общем, иду сейчас обметывать проймы и буду застрачивать их в сторону блузки. Так смотрится неплохо. Отстрочила проймы, покажу вам поближе, вот так это смотрится, чтобы было красиво и вот эти подгибы с обметкой не выворачивались. И также я уже обработала низ рукавов. Выкроила из вуали белые вот эти вставочки, обметала и пристрочила таким образом, подогнув обметку вовнутрь, чтобы видно не было. Край я обрабатывала московским швом.
так же, как вот эту ленточку, но сделала здесь широкую подгибку, потому что вот эта вышивка на сетке, она распускается. То есть я сначала отстрочила примерно на сантиметр, срезала до 0,4, подвернула на 0,5 и проложила еще строчку. Надеюсь, не распустится. Теперь мне нужно сделать вот по этой строчке сборку. Делать я ее буду при помощи вот такой нитки, резинки. Наматываю ее на шпульку, вставляю в челнок и буду прокладывать строчку длиной стежка 5 миллиметров. Благодаря этому это местечко можно будет стянуть. А дальше уже можно будет стачивать бока одной строчкой с рукавом. Вообще в этом журнале обработка идет детских платьев. С одной стороны прокладывается строчка, далее подгибается низ, вот в таком развернутом виде, чтобы было удобно. И уже потом, когда низ будет подогнутый, можно стачивать второй шов. Посмотрим. Здесь я тоже буду подгибать так же, как рукавчики, чтобы было красиво и аккуратно. Не буду я делать вот такой широкий подгиб, потому что мы померили. Я думаю, что если на 2 сантиметра подогнуть, будет все отлично. Так что продолжаю работу. Надеюсь, в ближайшее время блузку уже закончу. Приложила я строчки для сборки. Вот так это смотрится. Они хорошенечко растягиваются, и при желании можно потянуть за нитку резинки с изнаночной стороны и подтянуть до нужного размера, если вам нужно посильнее присборить. Далее я свяжу вот таким образом узелки, совмещу потом с изнаночной стороны эти срезы и проложу строчку изнутри. И далее обметаю. Эти кончики у меня спрячутся в обметке. Стачала и обметала боковые срезы вместе с рукавом и хочу сейчас их заутюжить и с лицевой стороны проложить строчку, закрепляя этот вот шов максимум, докуда смогу дойти здесь на рукаве. И также начну сначала рукавчика с лицевой стороны, тоже закреплю вот этот припуск, отстрочу, докуда смогу дойти. Решила я так делать, потому что на рукаве сетка, и здесь все-таки нужно было делать двойным швом, но так как ткань плотная, я подумала, что двойной шов будет очень сильно и грубо торчать, поэтому я обметываю и застрачиваю все припуски, как вот здесь вот на рукавчике. Все-таки эта ткань не для, можно сказать, шитья детской одежды. Но, повторюсь, нам одеть один разок. Хотя я смотрю, блузка получается такая праздничная, нарядная. Наверное, мы наденем ее еще куда-нибудь. И это будет не один разочек. В общем, сейчас отутюживаю бока, отстрачиваю снизу максимум, докуда дойду. И также снизу рукава максимум, докуда дойду. А потом выравниваю низ и буду его подгибать. Блузка будет готова. Как я буду подгибать? Сначала я отутюжу на 1 сантиметр, проложу строчку, закреплю всю эту вышивку. Потом я срежу примерно до 0,4-0,5, как на рукавчиках, и прострочу вот такую вот подгибочку. И все будет готово. Отстрочила бока и отутюжила подгибку низа. Так как у меня блузка двойная, у меня здесь неровно отворачивается. Верхний слой постоянно выезжает. И я решила проложить строчку прямо вот так в разворот на 1 сантиметр от края, а потом уже по этой строчке подвернуть и прострочить вот здесь близко к краю. Потом я срежу этот припуск. Как раз она будет у меня придавать стабильность, и ничего отворачиваться и выезжать не будет. Строчку прокладываю по ограничителю. Покажу вам строчку сзади. Вот она. И потом я вот так по ней подверну. Уже не будут они у меня ездить, оба слоя. И проложу строчку закрепляющую, подгибающую низ. Итак, дорогие друзья, блузка для дочки готова. Вот так выглядит низ, бока. Здесь надо будет подутюжить. Чуть позже мы, конечно же, примерим. А сейчас я хочу с вами поделиться тем, что я буду шить к этой блузке в комплект юбку. Юбка у меня будет сшита вот по этой книге «Юбка солнца». Покажу вам ткань. Самая дешевая простая ткань. Это габардин. Здесь 1,5 метра. И ткань мне вышла в 525 рублей. Я ее не стирала, я ее просто хорошенечко поутюжила. Так как на концерте нам нужен будет белый верх и черный низ, я решила сшить сама, не покупать. И буду шить юбочку вот по этой книге. Вот такая у меня книжка, мне ее подарили. Книжка очень информативная, очень мне нравится. Я бы сказала, одна из лучших книг по шитью. И ничего тут особо сложного нет. Открываем здесь графу. Юбка будет у меня солнца.
И я уже все посчитала. Вот мой радиус 12,8, я буду округлять до 12. Вот эту вот радиус я буду делать не по талии, а по бедрам. Плюс я добавила еще к обхвату бедер 10 сантиметров на свободу облегания, так как хочу выкроить юбку солнца на резинке. И в будущем для выступлений также эта юбочка пригодилась. То есть ребенок растет быстро, поправляется. И я хочу, чтобы юбка была у нас не на 1 год. То есть мы ходили, выступали в музыкальной школе, и у нас уже была готовая юбочка. В общем, я измерила бедра, добавила 10 сантиметров и все посчитала. В книге все очень подробно рассказано, показано, как все это делается. Очень хорошая книжка. Рекомендую. Ну, а я заканчиваю с книжкой, откладываю и начинаю раскрой юбки. Уже начертила юбку солнца. Все очень-очень просто. От центра отмерила радиус вот так сантиметром. Из вот этой точки начертила такой круг. И уже от этой линии намеченной отмерила длину юбки, заложив сюда прибавочки. Здесь у меня притачается пояс с резинкой, ну а здесь будет подгибка. Сейчас я ее вырезаю и пойду заправлять швейную машину. Сразу проложу вот здесь вот на машинке стабилизирующую строчку, чтобы прям сильно не растянулось вот это вот место. Работу над юбкой солнца, выкроила юбку и решила добавить подкладку. Мне показалось, что габардин слишком тонковат будет, и ребенок будет в белых колготках, это будет сильно просвечивать. Съездила в магазин, купила вот такую черную подкладку, это вискоза, разложила юбочку и сейчас выкрою по форме юбки подкладку. Подкладку сделаю, конечно же, чуть-чуть покороче. Положила по линии талии стабилизирующую строчку, соединяя 2 слоя юбки, подкладку и основной верх. Сейчас обметаю. Подкладка у меня короче на 4 сантиметра юбки. Сейчас обметаю оба слоя, подогну и проложу строчки. И далее мне останется пришить пояс и вставить резинку. Пояс я тоже раскроила. Работа над юбочкой продолжается. Хочу с вами поделиться, как я делаю низ. Сначала я намелила 1,5 сантиметра от края. И потом я все это подогнула при помощи сметочных стежков. Почему я так сделала? Сейчас вам расскажу. Потому что юбка у нас солнце, и почти весь низ у нас выкроен по косой. Я проложила строчку близко к самому краю для того, чтобы сейчас пойти и вот так вот утюжочком все аккуратненько припосадить, чтобы подгибка легла вот таким вот красивым полукругом. Вот, да. Если бы я стала делать это сразу при помощи утюга, то я бы низ либо растянула, либо неровно подогнула. В общем, было некрасиво. Солнце оно такое. Оно может, если ткань очень тонкая и нестабильная, оно может растянуться. Но я посмотрела вот так вот, когда выкроила, юбочку так опустила, и мне показалось, что она не деформируется, нигде не провисает длина. И поэтому я не стала ее оставлять. Некоторые оставляют, чтобы такие юбочки отвисли, провисли и потом уже подгибают. Я решила подогнуть сразу, уже сказала, что габардин он не тянется, он стабильный, плотный такой. И вот я решила заморочиться и сделала такую подгибку. Сейчас я все отутюживаю и буду прокладывать строчку с лицевой стороны по обоим слоям. И по верхней юбке, и по подкладке. Уже на финишной прямой, потому что приступила к работе с поясом. Покажу, что я сделала. Обметала пояс с одной стороны. Этой обметанной стороной я подверну вот так вовнутрь. Далее пояс я ровно напополам сутюжила и начала прикалывать его к юбке. Таким образом, ничего не измеряю. У меня здесь стоит надсечка, когда я краила юбку. Это у меня как бы такой боковой шов. Я так для себя решила. Вот так я приколола, начинаю отсюда и до сюда. И что? Все, что у меня осталось лишнее, я вот так сколола и сострочила пояс в кольцо. Сейчас я проложу строчку
Припуски я заутюжу вверх пояса, обогну все это дело другой стороной пояса и проложу строчку, оставив небольшое отверстие, в которое я ставлю резинку. Кстати, пояс я вместе сгиба надсекла. Не знаю, плохо видно, потому что ткань черная. И вот эти уголочки я подвернула, вот они, видите, и заутюжила, чтобы они не сыпались и не вылазили. Строчку я буду прокладывать примерно на сантиметр, и они как раз у меня застрочатся. В общем, бегу сейчас, подкалываю последний кусочек булавочками, бегу за швейную машинку, прокладываю строчку и заутюживаю припуски. И все, можно сказать, огибаю пояс. Я вам уже начала рассказывать по второму кругу. Огибаю пояс, прокладываю строчку в эту луночку, в которую я пристрочу первой строчкой пояс, и прокладываю вторую строчку, оставляя отверстие для резинки. Ну, в общем, все сейчас покажу. Иду за швейную машинку и притачиваю пояс к юбке. Собственно, показываю наглядно. Пристрочила пояс. Так, давайте вот так. Пристрочила пояс. Припуски заутюжила вверх. Огибаю второй частью пояса, чтобы у меня здесь оказалась сверлочная строчка. И с лицевой стороны я сейчас его подколю. Просто вот так. Сейчас, конечно, очень темно. У нас вечер. Время 8 часов, но очень хотелось бы доделать. Но я чувствую, буду доделать уже завтра с утра. Напомню, что начала я шить юбку сегодня в час дня. Потом мне еще пришлось уехать в город. Мы живем в деревне, недалеко от города, за подкладкой. Еще я там забежала в магазин. Потом мы заехали перекусить. В общем, все оставшееся время, как я вернулась, я занимаюсь пошивом. Вот так мне нужно ее подколоть и проложить строчку вот в эту канавку между юбкой и поясом, оставив небольшое отверстие. Так, где я оставлю отверстие? Так, а отверстие я оставлю сбоку, где у меня проложена строчка, где я соединила пояс-кольцо. Я вот так оставлю где-нибудь, либо здесь, либо здесь. И вот так вот вставлю туда резинку. И потом, как я вставлю резинку, сострочу резинку, зашью это отверстие и, наверное, растяну и проложу закрепляющую строчку или две строчки, скорее всего две, потому что пояс не узкий, который будет закреплять резинку. Скорее всего на том моменте мы с вами встретимся, потому что уже, как я сказала, поздно, снимать я не буду. Нужно укладывать младших детей спать. Ну, собственно, буду уже шить без вас, наверное. Покажу вам готовый результат. Доброе утро, дорогие друзья. Да, у нас уже утро понедельника, и я готова с вами поделиться еще одной готовой работой. Вчера, несмотря на усталость и отсутствие времени, я дошила эту юбочку. Покажу вам ее поближе. Конечно, она черная, очень сложно передать черное по видео, по фотографии. Ну, есть как есть. Есть какие-то обязательства, условия, и поэтому нам приходится шить и носить вещи из черного цвета. В общем, вот такая работа получилась. Здесь у меня висит блузочка. Все уже готово к завтрашнему выступлению. Бантики, юбочка. Стоят внизу туфельки. Мы сейчас уже все померили. Все здорово смотрится. И я бегу монтировать это видео, чтобы поделиться с вами. Надеюсь, вам понравится. Шейте с удовольствием. А я вам говорю пока-пока и до новых встреч!